Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. В этом ролике мы предлагаем еще один сборник сериалов, которые рекомендуют наши подписчики. Напомню вам, что мы также ждем от вас рекомендаций не только по сериалам, но и по фильмам. И не забудьте указать год выпуска и страну, чтобы избежать путаницы. А если ты смотрел что-то из предложенного, обязательно напиши свое мнение по этому поводу в комментарии. Ну а мы поехали! Этот сериал – подробная история убийства Бетси Фариа. Примерная домохозяйка стала жертвой преступления. Она была найдена мертвой в своем доме в декабре 2011 года. Ее подруга Пэм Хаб была последней, кто видел ее перед смертью. По подозрению в преступлении был арестован муж Бетси, но его вину доказать не удалось. И тогда внимание полиции переключилось на подругу Бетси, в показаниях которой появились пробелы. Дальнейшее расследование показало, что к убийству причастна именно Пэм Хаб, та, кого Бетси считала своей близкой подругой. Кое-что о Пэм – криминальный комедийно-драматический мини-сериал. Главные роли исполнили Рене Зельвегер, обладательница 2 премий «Оскар», больше всего известная широкому зрителю ролью Бриджит Джонс, Джош Дюамель, сыгравший одного из главных героев серии фильмов «Трансформеры», и Джуди Грир, получившая известность благодаря своим второстепенным ролям в фильмах «Королевы» и «Чего хотят женщины». Сериал получил неоднозначные отзывы кинокритиков, а рейтинг проекта имеет вполне достойный 7,2 балла. Сериал рекомендован нашим подписчикам под ником НеСветлана. Главный герой этой истории – инопланетный пришелец, присланный на Землю, чтобы уничтожить человечество. Его секретная миссия – подготовить планету к заселению его собратьями. Он овладел телом доктора Гарри Вандершпигеля и живет отшельником недалеко от маленького городка Пейшанс. Изначально непрошенный гость планировал тихо и незаметно вести наблюдение за человечеством, но обстоятельства вынуждают его взять на себя медицинскую практику. По настоянию полиции ему предстоит произвести вскрытие трупа городского врача, который умер при загадочных обстоятельствах. «Засланец из космоса» – фантастический комедийно-драматический телесериал. В главной роли снялся Алан Тьюдик, идеальный кандидат со взглядом ящерицы. Сериал легкий, смотрится на одном дыхании. Кадры изобилуют невероятно красивой природой Канады. Горы, снежные шапки, хижина у озера. Рейтинг проекта на сегодня составляет 8,1 балла. Сериал рекомендован нашими подписчиками под никами Other Santa и UserDFG. Также рекомендовано смотреть в переводе «Кубик в кубе». Оливия – молодой агент секретной службы. Для расследования необъяснимых феноменов она вынуждена сотрудничать со штатом ученых. Среди таких работников секретного отдела доктор Уолтер Бишоп, он что-то среднее между Эйнштейном и Франкенштейном, его сын с IQ около 200 и Нина Шарп, отдавшая тайной организации свои лучшие 16 лет. Их основная цель – расследовать паранормальные явления. Предстоит нелегкая и, возможно, грязная работенка. «Грань» – фантастический драматический сериал с примесью триллера. В сериале чувствуется умеренное влияние таких проектов, как «Остаться в живых», «Секретные материалы» и «Сумеречная зона». Этот проект вывел из тени многих малоизвестных актеров. К примеру, Анна Торф, воплотившая главную героиню, получила за свою роль 4 Сатурна за лучшую женскую роль. А отличная игра актеров, в свою очередь, вывела сериал на уровень топовых сериалов мира. Рейтинг проекта на сегодня составляет 8,4 балла. Сериал рекомендован нашим подписчикам с ником Виталий М. Ветеран войны Корморан Страйк работает частным детективом в Лондоне. Он старается вести обычную повседневную жизнь, несмотря на свои психологические и физические проблемы, которые он привез с собой с войны. Его надежной помощницей и напарником становится Робин Эллокотт. И, конечно же, это не нравится ее жениху, который видит в Корморане своего соперника. И все же вместе они раскрывают не одно запутанное преступление. «Страйк» – британский детективный сериал компании BBC. Он является экранизацией серии романов Джоан Роулинг. Да-да, именно она является автором серии книг о Гарри Поттере. Уже мы имеем экранизации 6 книг: «Зов кукушки», «Шелкопряд», «На службе зла», «Смертельная белизна», «Бурная кровь» и «Чернильно-черное сердце». Наш подписчик с ником Валерия31 Дружинина дала свою рекомендацию, сделав акцент именно на последней экранизации. Рейтинг сериала на сегодня составляет 7,9 балла. Сериал повествует о Джонни Нолане из Пенсильвании. Ему 45 лет, и семейная жизнь у него в прошлом. Он старался жить согласно моральным нормам провинции. Но однажды жизнь навсегда изменилась. Это случилось, когда он неожиданно для себя помог полицейским задержать грабителей банка в его же родном городке. Он вдруг понял, что никогда не поздно изменить свой путь. Главный герой принимает решение переехать в Лос-Анджелес, чтобы поступить на службу в городской департамент полиции мегаполиса.
«Новобранец» – полицейская детективная драма. В основу проекта легли реальные события. Титульную роль исполнил Натан Филлион, известный по ролям в сериалах «Светлячок» и «Баффи. Истребительница вампиров». Сериал очень легкий, смотрится на одном дыхании. Создатели постарались максимально точно передать атмосферу работы полицейских. Также сериал затрагивает такие важные социальные проблемы, как расизм и дискриминация. Это качественный и увлекательный проект, который однозначно заслуживает вашего внимания. Рейтинг проекта на сегодня составляет 8 баллов. Сериал рекомендован нашим подписчикам с ником Оузер Санта. Действие истории разворачивается в 1950-х годах, когда женщины могли надеяться лишь на должность секретаря или ассистентки. Это история молодой женщины-химика Элизабет Зот. Девушка обладает блестящим умом и волевым характером. В свободное время она увлекается кулинарией, готовит домашние, доведенные до совершенства блюда. Обстоятельства складываются так, что она вынуждена оставить работу в химической лаборатории и стать ведущей кулинарного шоу на телевидении для домохозяек. Популярность дает ей возможность обучать женщин науке через экран телевизора. Сериал «Уроки химии» – это киноадаптация одноименного романа американской писательницы Бонни Гармус. Главную роль безупречно и гармонично исполнила Бри Ларсон. В 2015 году вышел фильм «Комната», главная роль в котором принесла ей Оскар, Золотой глобус, Бефта и премию гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль. Сериал костюмированный, стилизованный и интересный. Рейтинг проекта на сегодня составляет достойные 8,2 балла. Это еще один сериал, который рекомендует наш подписчик с ником UserDFG. Молодая женщина приходит в себя в психиатрической больнице. Мия не помнит, как сюда попала и почему. Она была последней, кто видел пропавшего Томаса Спектора. Мия пытается побороть амнезию, чтобы восстановить потерянные воспоминания, но чем глубже она окунается в прошлое, тем меньше доверяет окружающим и самой себе. «Чистый лист» – бельгийский психологический триллер-сериал 2017 года. Титульную роль великолепно сыграла Верли Беттенс. Те, кто следит за творчеством этой актрисы, знают ее по мини-сериалу «За стенами». Этот сериал некоторые зрители рекомендуют смотреть дозированно, не больше 2 серий в день, чтобы осмыслить увиденное и ощутить послевкусие. А последнюю серию и вовсе оставить на отдельный день, ведь финал аховый и очень сильный. И самое главное, он неожиданный и непредсказуемый. Обращаю внимание на этот проект тех, кто избирателен в своем выборе. Сериал, рейтинг которого составляет 7,9 балла, рекомендует наш подписчик с ником Иван Карманов. На очереди у нас еще один очень интересный проект. Это вполне реальная история произошла 50 лет назад, когда Paramount Pictures испытывал кризис. В это же время разорившийся Марио Пьюзо заканчивает свой роман «Крестный отец». И в это же время пока никому неизвестный молодой продюсер Альберт Радди предлагает кинокомпании начать производство очередного блокбастера. Роберт Эванс, руководитель студии Paramount Pictures, решает дать ему шанс. Так судьба свела всех героев этой истории вместе, чтобы они создали один из самых потрясающих фильмов всех времен. Предложение – биографический драматический мини-сериал от Paramount+. Это подробный рассказ о создании гангстерского фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Этот фильм продержался в прокате на больших экранах больше года, собрав немыслимую кассу для тех времен. Этот рекорд не смог повторить ни один проект до наших дней. В сериале собрана прекрасная актерская команда. Проект адресован в первую очередь большой армии почитателей мировой классики, а тем, кто не смотрел «Крестного отца», рекомендую начать с просмотра «Исходника». Сериал с невероятным рейтингом 8,6 балла состоит всего из одного сезона, который включает в себя 10 эпизодов. Рекомендацию сериалу дал наш подписчик с ником Серж Сахалинский. На сегодня у меня все. Если тебе есть что предложить, пиши об этом в комментариях. И главное, обязательно подпишись на наш канал, если, конечно, ты этого еще не сделал. Всем пока-пока, услышимся!